Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. А готовить я буду сегодня фаршированный острый перец по-итальянскому, а точнее по рецепту из Калабрии. Этот южный регион Италии славится своим круглым острым перцем и очень вкусным и простым рецептом. Перец фаршируется тунцом, каперсами и мелкой соленой рыбкой аличе. Используется как аперитив и заготавливается впрок до следующего урожая. Обратите внимание, как я чищу перец. Обязательно удаляю ножку, семена и перегородки. Жгучесть перца именно в них. Удаляя семена и прожилки, мне удастся снизить остроту блюда. Эту работу обязательно проводить в перчатках и не дотрагиваться до носа или глаз. Будет ожог. В качестве приправы перец добавляют в различные блюда. Соусы, супы, салатные заправки, маринады. Здоровым людям употреблять перец можно хоть каждый день, если организм к нему адаптирован. Благодаря перцу можно укрепить иммунитет, а также сбросить вес. Перец также активизирует метаболизм. В остром перце содержится огромное количество полезных веществ, витаминов С, В, А и Е, микроэлементов. А самое главное – это активное вещество капсаицин. Это вещество действует как антиоксидант, защищая клетки организма и помогая уменьшить воспаление, продлевает жизнь. Острый перец имеет свойство расширять сосуды и стабилизировать работу сердца, что и нужно для того, чтобы снизить повышенное артериальное давление до нормального. Именно поэтому он рекомендован людям, страдающим от высокого артериального давления. Равноценную замену острому перцу вряд ли можно найти, однако похожий вкус возможно воссоздать, если заменить стручковый красный перец на молотый черный или на паприку. Употребление в пищу перца стимулирует работу желудка и поднимает аппетит. Кроме того, перец оказывает мягкое слабительное действие. При контакте с острым перцем организм выделяет адреналин и эндорфин, что помогает при борьбе с депрессией и тревожностью. Помогает при похудении. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас займемся приготовлением маринада. Я буду использовать винный уксус и воду. Если у вас нет винного уксуса, вы можете использовать любой другой из расчета 1 к 2. На это количество воды и уксуса я кладу 3 лавровых листа, 4 гвоздики и 6 горошин черного перца. Ставлю кастрюлю на огонь, закрываю крышкой и жду, когда закипит. Перец помещаем только в кипящую воду. А вы помните загадку про 3 дочерей, когда отец сказал: у кого закипит быстрее чайник, тот первый замуж выйдет. У кого закипел быстрее чайник и почему? Отвариваем перчик всего в течение 1 минуты, не больше. Сливаю воду и выкладываю на бумажное полотенце, оставляю так до утра. Вода должна полностью вся стечь, перец должен высохнуть в естественных условиях. И еще один интересный факт. Лучшим средством для нейтрализации капсаицина признаны плавленый сыр, мороженое, молоко и йогурт. Весь секрет в том, что эти продукты содержат белок казеин, который удаляет капсаицин с нервных окончаний. Я простерилизовала банку для консервирования. Дополнительно наливаю 20 грамм столового уксуса, закрываю крышкой и взбалтываю. И затем выливаю. На стенках останутся капли. Это будет дополнительный консервант. И сейчас займусь начинкой. В чаше небольшого миксера смешаю тунец вместе с маслом, которое находится в банке. Сюда же отправляю мелкую соленую рыбку, немного каперсов, и все это перекручиваю до однородного состояния. Острая еда способствует активизации организма, тонизирует и помогает бороться с лишним весом тем людям, у кого нет язвы или гастрита. Но она не рекомендуется тем, кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Так как перчик небольшого размера, лучше всего использовать кондитерский мешок. Выдавливаю аккуратно содержимое, но так, чтобы оно заполнило полностью весь перчик. Перец может действительно нанести вред желудку, но только в том случае, если у вас уже есть проблемы, гастрит, язва и так далее. Если вы здоровы, то перец не разъест слизистую, как опасаются очень многие. Вот у меня получилась шикарная закуска, которую уже сейчас можно ставить на стол, а можно законсервировать. Подготовленную простерилизованную банку на дно уложила несколько зубчиков чеснока и залила оливковым маслом. Оливкового масла там буквально 20 грамм. Остальное пространство между перчиками заливается либо подсолнечным, либо арахисовым маслом. Сверху я укладываю еще несколько слайсов чеснока и ставлю стерилизовать эту банку. Ботулизм никто не отменял, поэтому лучше еще раз простерилизовать ее. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Мне очень важна ваша поддержка, ваше внимание.
Так я чувствую, что я для кого-то действительно делаю нужную работу. До встречи!